Друзья, всем привет! Я снова рада приветствовать вас на своем канале. И сегодня предлагаю поговорить о римских шторах. Сейчас они занимают одно из лидирующих мест при оформлении окон. Наиболее часто их заказывают для кухонь, кабинетов и детских комнат, так как место занимают минимум, а задачи выполняют на максимум. Главное их преимущество – возможность удачно вписываться практически в любой интерьер, от классики до модерна. Римские шторы можно сшить из абсолютно любых тканей, начиная от тяжелых портьерных и заканчивая легким прозрачным тюлем. Но все же предпочтительнее использовать плотные материалы, которые хорошо держат форму, подчеркивая в собранном виде красоту складок. Простейшую римскую штору можно сшить самостоятельно. Чтобы добиться безупречного качества, важно знать пару хитростей, которыми я с вами охотно поделюсь. Прежде всего, необходимо подготовить комплект материалов, который включает в себя ткань, тесьму для римских штор, ленту-липучку, она же мягкая часть ленты велкро, и, собственно, сам подъемный механизм. Сейчас в продаже можно найти специальные карнизы именно для римской шторы. Размер римских штор будет зависеть от места их крепления. Если они будут крепиться к раме, то необходимо измерять само стекло. Если штора будет крепиться в проеме окна, то нужно измерить сам проем. Если же вы планируете повесить штору над окном, тогда к ширине проема добавляйте как минимум по 5 см с каждой стороны. Перед работой ткань следует хорошо продекотировать. Затем на ровной поверхности разложите выглаженную ткань, обрежьте кромку по нижнему краю и поравняйте боковые стороны. Сначала необходимо определить, сколько же именно ткани в сантиметрах нужно отрезать. Для этого к ширине готовой шторы добавьте припуски на обработку по 4 см с каждой стороны. Поставьте метки, сделайте надрез на ткани и, вытягивая нитку, отрежьте необходимое количество ткани. По нижнему краю классической римской шторы, как правило, обрабатывают кулиску под утяжелитель. Размер припуска под кулиску постоянен и составляет 6 см. То есть ширина кулиски должна быть 3 см в готовом виде. Сначала нужно заутюжить 6 см, затем подогнуть срезы вовнутрь и приутюжить еще раз. Боковые швы заутюживаем по тому же принципу. Сначала загибаем на 4 см, а затем, подогнув вовнутрь, еще на 2 см. Во избежание перекосов при прокладывании машинной строчки, особенно в сложных тканях, припуски боковых швов можно дополнительно заколоть булавками. Перед тем, как заутюживать вторую сторону, сделайте контрольный замер ширины. Если все сходится, смело заутюживайте второй бок. Сначала необходимо прострочить боковые стороны и только затем подшивать низ. По боковым сторонам отверстия на кулиске лучше всего зашить, так как в процессе эксплуатации утяжелительная планка постоянно вылезает по бокам. Отверстие для утяжелителя сделаем по верхнему краю кулиски. Мне, например, удобнее всего его делать именно в конце строчки. Примерно за 3 см до края отогните припуск, а строчку проложите до конца. Затем боковую часть кулиски закрепите строчкой. После выполнения машинных работ обязательно сделайте промежуточную влажно-тепловую обработку. Этот процесс улучшает внешний вид готового изделия и устраняет дефекты пошива, такие как, например, стягивание строчки. От нижнего края отложите необходимую длину и проведите линию верха. Отрежьте лишнюю ткань, оставив припуск примерно 2 см. Для того, чтобы штору можно было легко снять с карниза, используют специальную текстильную ленту-липучку. Ее нужно приколоть булавками по намеченной линии и настрочить на припуск верха шторы. Затем припуск загните наизнанку и проложите строчку по нижнему краю липучки.
Таким образом, мы с вами сшили основу римской шторы. Классическая римская штора имеет одинаковые по высоте складки, которые собираются одна над другой во время подъема. Обычно в комплекте с карнизом идет 5 прутов, соответственно складок будет 6. Но при необходимости вы можете сделать любое количество складок. Итак, давайте рассмотрим расчет складок на моем примере. Длина римской шторы 2 метра 40 сантиметров. 240 минус 3 сантиметра – это ширина кулиски снизу. И минус 2 сантиметра – ширина липучки сверху. Равно 235 сантиметров. Затем получившееся число необходимо разделить на 30 сантиметров. Это примерное расстояние между прутами. Получается 7,8. Округляю данное число в большую сторону. Затем посчитаю точное расстояние в сантиметрах между прутами. 235 разделю на 8 складок, итого 29 сантиметров. Получившийся результат обозначает, сколько сантиметров будет одна складка. Теперь необходимо наметить линии расположения прутьев и пришить тесьму. Для этого разложите полотно римской шторы на ровной поверхности изнаночной стороной вверх. Первую линию снизу начинайте отмерять от верха кулиски, так как мы исключили ее из расчета. Остальные линии я рисую с шагом 29 см от предыдущей. Если все сделать правильно, то верхняя складка должна получиться на 2 см больше, то есть 31 см. С помощью линейки пометьте места расположения колец. Кольца должны располагаться на расстоянии от 10 до 15 см от краев шторы и равномерно по всей ширине с интервалом примерно 50 см. Если вы уже купили карниз, посчитайте количество шнуров и сделайте количество колец в соответствии с ними. Кольца пришейте вручную. Удобнее всего это делать, если вы предварительно вставите пруты в туннели. На этом пошив базовой модели римской шторы закончен. Осталось вставить пруты, утяжелитель, протянуть шнуры в кольца и повесить готовое изделие на окно. Как видите, нет никаких препятствий к пошиву римских штор своими руками, поэтому смело принимайтесь за дело. Очень надеюсь, что данный мастер-класс поможет даже самой начинающей портнихе гордиться результатами своего труда. Ведь ни одна вещь не принесет столько радости и удовлетворения, как та, которая изготовлена своими руками. Считается, что все, что модно, дорого, но для нас, рукодельниц, нет ничего невозможного. Желаю вам творческих успехов и вдохновения. Всем пока!